Привет всем! С вами Елена Шейдлин, и я поздравляю вас с новым 2022 творческим годом. Желаю вам всегда помнить о вашей суперсиле, это фантазировать, делайте это выше меры, будьте абсурдными, потому что только так рождаются великие идеи. И, конечно, я очень хочу, чтобы каждый из нас смог произнести без стеснения «Я там, где должен быть». Сейчас я в Петербурге, впервые за долгое время я могу сказать, что я дома. Но Россия, конечно же, с каждым годом становится все менее приветливым пространством. Меня сильно ранит тот факт того, что свое развитие и возможности сегодня я получаю только за ее пределами, что мой любимейший Санкт-Петербург так и не стал частью современного западного мира искусства и почти не участвует в формировании этой мировой среды, либо я просто этого не замечаю, и я хочу быть сейчас в глубине этого пространства, но чувствую, как будто я просто нахожусь где-то за городом, на даче у бабушки. Эту дачу я сделала максимально удобной и персонализированной, куда свезла все свое искусство, которое поразило и вдохновило меня когда-то, где я создала место для самого комфортного в мире сознания картин, осознания и создания, просмотра сериалов, фотографий, видео и даже снов. Это мой храм, и я буду счастлива показать, что поменялось за эти 3 года с момента въезда. Так что, если вы все помните, а если не помните, то посмотрите обязательно видео, как мы переезжали в эту квартиру. Сейчас это больше похоже на музей с интерактивными экспонатами. Теперь зоны еще больше прочертились, уединились, заработали правильным пространством. И только через 3 года нам удалось понять, что же мне конкретно нужно, потому что квартира менялась вместе со мной. Знала, что фотография будет частью моей жизни, но живопись вошла в мою жизнь совсем недавно. Например, краски. Краски — это такая вещь, которая не занимает много места, их можно сложить в коробку, поставить куда-нибудь в полку, но я сделала отдельный шкаф. Вы подумайте, ненужная вещь, которая, возможно, занимает слишком много места. Для меня это шанс видеть все цвета и думать только о процессе, когда я рисую ту или иную работу. Я могу выдвигать тумбу. Тут у меня кисти. Тут я кладу палитру. Сюда выдвигаю стул. Я специально продумала отсеки, в котором я могу хранить мои готовые картины и холсты, которые закупила специально для будущих проектов. Женечка, подай мне, пожалуйста, холст оттуда. Подставку для кистей. И писать шедевр. Рабочее пространство действительно изменилось. Теперь оно для 3. Лавки все время нужно быть с нами. Да, Лапуль? Разделили пространство с помощью витража. Мой первый витраж. Я никак не ожидала, что это будет смотреться так эффектно. И когда тебе хочется отвлечься, ты смотришь на эти все линии, которые приводят к большой медузе, на котором спрятаны животные. Они обвивают ее волосы, становятся ее волосами. Надеюсь, что я смогу многим квартирам предложить свою коллекцию, добавить витражи с моим дизайном. Металлическая конструкция — это всего лишь рама с гвоздиками. Стекло можно снять и показать на выставке или перенести в другую квартиру. Все продумано. Первоначально это был всего лишь диджитал-рисунок, а потом превратился в настоящее полотно из стеклянной мозаики. У нас даже появилась наша любимая циклорама, которая заменила полностью потребность менять фоны. Теперь у нас всегда есть возможность в любое время суток просто включить свет и начать творить. Задействован весь 4-метровый потолок. Помимо кровати, 2-й этаж теперь есть и над рабочей зоной. Там наша маленькая галерея.
Вы уже заметили шикарный ковер художника из Москвы Рома Pix One? Всегда всех прошу снять носки и прочувствовать эту мягкость, как будто забираешься на облако. А вот гардеробная не может стать резиновой, и я часто делаю благотворительные распродажи своих маленьких сокровищ. Тут вы можете видеть винтажные вещи, здесь платья для балов, а по окружности перемешиваются дизайнеры и бренды. Я обожаю ходить на блошиные рынки в каждой стране, в каждом городе, куда мы путешествуем. И как-то раз я была в Лондоне, и обратно я вернулась с большим рюкзаком, в котором привезла вот этот ковер, винтажный ковер, по которому можно и ноги обтирать, и пылесосить, расчесывая его. Первая моя идея была это оставить коридор максимально пустым, но потом я поняла, что мне нужна организация пространства, мне нужно куда-то девать зимние вещи. Да, все супер. Букет же некрасиво. Убери его. Мы сделали тот шкаф, который не закрывает стен. Для чего мне нужны стены? Потому что я хочу обвешивать их картинами. Дверки от этого шкафа не то, чем кажется. Это те же багеты, те же рамы, которые сейчас просто стоят заглушки. И потом я могу нарисовать когда-нибудь, я надеюсь, что я это сделаю, длинные полотна, которые вставлю сюда, и люди будут приходить, и первое, что они будут видеть, это произведение. Я не перестаю восхищаться двумя работами Мун Чан Пила, художника из Сеула. Когда я смотрю на эти глаза, то у меня вспоминается история, которую рассказал мне художник, что он объединял глаза китов, глаза хищников, глаза животных, которые живут на Северном и на Южном полюсе. Наверное, единственная комната, в которой сохранилось немного стабильности. Гости до сих пор тут танцуют под диско-шар. Единственное, что у нас появилось, это новые постеры, которые мы привезли с Японии, и также художница Лоурен Цай подарила нам свой постер. Единственное, что я хочу сюда добавить и изменить, это положить шкуры животных, но не пугайтесь, это не то, чем кажется. Это манифест художницы под названием, ее никнейм «Коровка», и она делает вот такие вот вязаные ковры, и она говорит, что это шкуры ее убитых скульптур. Я подумала, что я бы хотела тут разложить множество шкур убитых произведений искусства. Опять все мы хотим в туалете снимать, иди. Я интереснее, идем, я интереснее. На кухне поселились новые картины, и последним вбитым гвоздем это была работа, которую Женя привез с музея Прата. Это первый принт, который мы купили осознанно. Босха, которую можно разглядывать только через лупу. Мы перевесили картины, и теперь Тревор Браун побивает нас на аппетит своей вкусной личинкой. Совместная работа Сезара Сантоса вместе со мной показывает, как выросла моя живопись за 2 года. Если мы сейчас сравним мою последнюю работу после обучения во Флоренции в академии и первую работу, когда я начинала делать просто на интуиции, не описать словами, как здорово, когда ты понимаешь, что ты делаешь. Виталий Уржумов и его сюрреалистические лимоны – это любимица гостей, в которой достаточно солнца для каждого, кто решил заглянуть к нам на чай. А вот часть кухни, где микроволновка соперничает со скульптурами. Я поставила туда свой свадебный букет, мой первый выигранный лот на аукционе в Токио и скульптуры Изабель Пеппард из Австралии. Вот такое место мы создали. Спасибо всем, что зашли в гости. И с вами были всегда ваши Шейтлины, их дом и кошка-лапка. Самые важные пометки в виде этих фотографий. Ну и что? Эй, я не успела сказать самую главную часть, которая изменилась в ванной. Идем. Теперь
Теперь я вешаю сюда всегда цветную туалетную бумагу.